Уважаемые грантоводы и автолюбители, здравствуйте! У меня был ролик раньше на канале про скрип троса ручника. Сейчас где-то вот здесь вот в правом углу верхнем ссылочку поставлю. Там я сделал вот эти вот проушины, обматывал поролоном и смазывал литолом, и на стяжке пластиковый закрепил. Кто не видел, посмотрите. Вот, прошло 8000 километров пробега, и вот эта вся конструкция не работает. Порвалась все равно, вот протерла здесь вот, и опять трет и подскрипывать стало. Сейчас вот буду думать, что делать дальше. Убирать это все. Вот. Итак, друзья, вот снял сейчас здесь и здесь, и выдернул, пока не знаю, вот что делать. Главное, вот до этого у меня была пятнашка 10-го года выпуска, и там такой проблемы не было вообще даже. До пятнашки еще было 3 99-х, но те уже, правда, я брал не новые бэушные, но пятнашку новую брал. Отъездил на ней 234 тысячи, и проблемы такой не было. Вот, как бы я даже и не знаю, как там было, как бы не запомнил. Один раз я там троса снимал, потому что у меня порвалась оболочка. И начал он подржавливать, подзакусывать, как бы туго стал ручник натягиваться. Я его снимал перед продажей и смазал внутри. Налил масло туда. Новый уже не хотел покупать, потому что знал, что машину буду продавать. Вот, и как бы я там сдернул, но там я вот точно не помню, какая была конструкция вот этих вот штук. И вчера залез в интернет, смотрел, там они чуть-чуть по-другому были. Там было вот как наподобие здесь вот, вот такая вот штука. Вот. Вот, приварено тоже так загнуто, и там просто металл, вот, наверное, двойка, тройка, может, не знаю. И только стояли они вот где-то вот в этом месте. Здесь и с левой стороны вот здесь вот стоял так называемый колдун, регулятор давления задних тормозов. И где-то вот в районе него тут, то ли вот здесь там было приварено, то ли здесь, не помню. Но там не было вот такой вот штуки, вот как здесь. Площадка такая, как они сделали ее. Кронштейн другой чуть-чуть. И вот здесь вот получается как бы такое гладкое, нету острого ребра. Может, из-за того, что там острое ребро, и этот трос не скрипел тут свободно, как бы не двигался. Хотя ему двигаться надо, потому что вот у нас, смотрите, здесь вот балка задняя, да. Вот у нее в балке это ось вращения, да. То есть она как бы вот так вот у нас в ходе движения кочки, неровности, там загрузка, когда играет, как бы, да, ну, то есть, если, или наоборот, допустим, машину пригрузили, она раз вниз, колесо-то остается на месте, и вот эта вот часть, вот, она как бы удлиняется. И ему надо чуть-чуть ход небольшой, вот тут даже видно у меня уже вот вывела чуть-чуть. Сильно тупо сжать ее, чтобы она не двигалась, тоже может вырвать трос, наверное, или что-то повредить его. Не знаю, как делать. Кстати, вот в прошлом видео я не показывал, вот здесь вот эта резинка, вот с этой стороны и с этой. Вот они. Давайте, здесь лучше видно будет. Она стояла вот здесь где-то. Я ее сдвинул сюда, так как вот эта вот штучка, балка, острый край тут трет в трос, и он его потом протрет со временем, и будет дырка, туда попадет влага, и будет гнить оболочка троса. Так что, чтобы такого не было, у кого не сдвинуто сюда, сдвиньте, просто берете плоскогубцы сюда и бьете по плоскогубцам, он спокойно туда сдвигается. Вот, а что делать с этим, блин, даже не знаю. Просто его вот так оставить, как сдернуть, он вот так вот будет бить потом на ходу.
Здесь посмотрим, вот тоже его стучать будет. Подвешать, как предлагают, за нее тут кто предлагает там стяжкой. Я считаю, стяжка тоже ненадолго перетрет ее со временем. Что там она тоненькая. Кто предлагает на подвесы резиновые от глушителя девятки. Ну вот типа таких вот, я так понимаю, сюда. Только как ее разрезать, что ли, чтобы туда одеть? На этот крюк-то она оденется. А на этот как? Или что, снимать, что ли, полностью этот трос, чтобы продеть? Тоже как-то неохота. Короче, проблема такая вообще на ровном месте появилась. Неприятно. Вот так оставить, ну, наверное, будет подстукивать. Или оставить так, попробовать поездить. Или что делать? Кто-нибудь, если знает эту проблему, кто решил, 100% испытал, напишите в комментариях, дайте ссылку, где, если у вас есть видео, или опишите словами. В общем, пока не знаю, вот, что делать, скоро зима, пока еще по осени бы сделать что-нибудь, чтобы потом по морозу тут не лазить. Короче, вот такая проблема. Пишите в комментариях. Всем здоровья, всем удачи. До следующих встреч.